Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Я довязала свою спинку. Сразу хочу сказать, что я ее полностью перевязала от самой резинки. 84 петли, 80 у нас резинка, потом 4 петли я добавляла. В общем, я их уже не добавляла, потому что поняла, что получилось много. Большая спинка получилась из-за того, что, наверное, я похудела, а рассчитывала по старым меркам. Переднюю часть я связала, она уже у меня 80 петель тоже. Значит, сейчас мы начинаем образовывать горловину, формировать. Для этого мы отсчитываем, находим середину. 40 петель. 40 петель. Так, мы какой-то маркер вот сюда повесили. Так, дальше. Нужно будет определиться у нас вот с этой шеей. С нашей, да? Значит, вот шея. Вот плечи. Вот под прямым углом вы должны измерить вот эту вот линию, провести 10 сантиметров она у меня. Соответственно, будем исходить из этого. По 5 сантиметров я должна отложить в каждую сторону. 5 сантиметров. Это у нас получается 6 петель. И еще 6 сантиметров, то есть 5 сантиметров, это что, шея 10 сантиметров, да, по половинке от середины, плюс 6 сантиметров, это у нас наша резинка. Показываю я вам 6 сантиметров. Значит, 5 и 6, 11. Все, отложили мы эту мерочку. Сколько у нас здесь петель получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Ну и циферка не очень, да? Еще плюс, в общем-то, я и так собиралась убрать 1-2 петли. Оставим 12, потому что полотно под весом рукавов чуть-чуть подтянется все-таки. Одну петлю я убираю. Остается у нас 12 петель. Так, 3, 5, 10, 12. 12. С этим решили. Что дальше? Горловина должна быть у нас же не квадратная, да? Вот мы возьмем вот так вот и закроем. Она у нас останется квадратная. Нам нужна округлая горловина. Поэтому на сформирование вот этого оката небольшого мы оставляем по 4 петли. Для спинки этого достаточно. Но это при моих петлях. У меня очень крупная, да? Ну, не очень крупная. Я вам скажу, что я не очень крупную взяла пряжу. Вы уже там рассчитываете, я вам скажу примерно сколько это сантиметров получилось, да? 2, 3, примерно по 3 сантиметра. Вы смотрите, сколько у вас там петель в это расстояние входит. Есть, конечно же, расчеты определенные, будете сидеть там, высчитывать. Я не вижу смысла, достаточно крупная вязка, такое объемное изделие можно на глаз. Я говорила, что будет просто, поэтому делаю все просто. Так, с этим мы определились. Середина, значит, вот так вот мы начнем закруглять, и пойдут у нас отдельно совершенно уже правое плечо и левое плечо. Просто, значит, закрываем все. Все, мы сейчас формируем с вами отдельно каждое плечо. Мы также пользуемся теми же спицами. У нас просто зафиксировано будет одно плечо, а вязать мы будем сейчас вот с этой стороны. С какой это получается? С левой. С левой стороны, ну, то есть это лицевая часть, значит она левая будет у нас, если мы на себя это прикинем, да? Все, мы сейчас начинаем вязать обычную нашу платочную вязку до синего маркера. Я начинаю вязать и отключусь. Встретимся с вами, мы как раз уже там, возле этого синего маркера, хорошо? Мы дошли до зеленого маркера, перекидываем его, провязываем дальше до синего маркера. Его мы тоже пока, пожалуй, нет, он нам уже не нужен. Все, разворачиваем вязание и вяжем теперь уже отдельно левое плечо, без всяких изменений. Так, вот поскольку я провязала лицевой, я между петель
нить перекидываю не с этой стороны. Если бы провязала изнаночной, перекинула бы с этой. Я провязала лицевой, значит перекидываю между петель. На камеру вязать очень неудобно. За столом 4, да? Да, все. И так дальше. Изнаночную сторону вы провязываете. Дальше начинаете лицевую и снова до маркера. И там я уже вам покажу. Значит, довязала я на лицевой стороне до маркера. Видите, да, я его поменяла на колечко. Оно пошире, потому что маркер расстегивался. И продолжаем вязать платочной вязкой 3 петли. Провязали, нить перед работой, снимаем последнюю петлю. Кстати, видите, что я маркер вернула сюда, да, чтобы мне, ну и вам не запутаться. Нить перед работой, поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Значит, на изнаночной стороне, видите, у нас одна петля не провязана. Вот она. Значит, мы снимаем обе петли вместе с провязанной. 2 петли снимаем на правую спицу и протягиваем предыдущую через последнюю. Далее вяжем платочной вязкой до конца изнаночного ряда. Вот начинаем лицевой ряд. И лицевой ряд тоже провязываем до маркера. Снова я провязала до маркера. Значит, перекидываем его, провязываем 2 петли, уже у нас осталось 3, провязываем 2, снова нить перед работой, снова мы работу переворачиваем. Так, мы не сняли ее, надо было снять перед работой. Так, теперь 2 петли снова мы перекидываем на правую спицу и провязываем одну через другую, протягиваем предыдущую через последнюю. И снова вяжем платочную вязку по изнаночной стороне, далее по лицевой, снова до маркера. Таким образом мы убавим все 4 петли. Снова довязала до маркера, перекидываю на правую спицу, провязываю одну теперь уже, снова нить перед работой, переворачиваем. Ее нить перед работой сняли, переворачиваем. Значит, снова мы снимаем их 2 на правую спицу и протягиваем предыдущую через последнюю. Перекидываем и вяжем далее платочной вязкой. Снова мы вернемся, у нас осталась 1 петля. Мы вернемся и убавим в следующем лицевом ряду. У нас осталась 1 петля после маркера, и она у нас не довязана. Мы снимаем нить перед работой. И теперь уже маркер мы убираем, снимаем обе со спицы на правую, протягиваем предыдущую через последнюю. Мы сделали последнюю убавку. Вот видите, наша косичка с убавками. Далее мы провязываем все платочной вязкой и вяжем мы таким образом до высоты 6 сантиметров. 6 сантиметров, но от чего же эти 6 сантиметров мы будем считать? Вот посмотрите сейчас. Видите, вот они убавочки. Вот уже округлость появилась. Сейчас мы должны 6 сантиметров провязать вверх, но считать их будем вот не откуда-то отсюда, да, а вот от этих петель. Вот нужно для этого совместить их. Видите, вот они, где они, эти петли, считаем. Вот отсюда эти 6 сантиметров. Да, так. Вот, то есть уже провязано 2,5, остается еще 3,5 сантиметра провязать.
уже вы вяжете без проблем. Все, ничего не убавляется, просто идет полотно, лицевая, 2 кромочных, все, одно и то же количество петель. Количество петель у нас должно остаться 28. У меня, это у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все правильно, 28 петель. 28 петель у нас будет каждое плечо. Это будет левое и правое плечо 28 петель. Такое же количество у нас будет и на передней части. По 28 петель плеча должно остаться. Сейчас довязываете 6 сантиметров, 3,5 сантиметра, то есть должно получиться, да, еще. Вот, довязывайте плечо, я покажу, как закрыть. Мы вновь с вами на лицевой стороне. Значит, я провязала, сейчас хочу измерить. Это у нас лицевая сторона, знаете, как определять, да? Ну, во-первых, по кончику нити на резиночке. У меня, естественно, отличается резиночка. Я не знаю, какую вы вязали. Вот. Так, на лицевой мы стороне сейчас я бы хотела вам пояснить правильно, как нам определить, вот сколько мы здесь провязали 6 сантиметров, да? Вот смотрите, вот она, видите? Вот она. Вот она общая. И для левого, и для правого плеча, и для горловины общий ряд. Вот он у нас под воздействием, скажем так, тросика сместился. Мы его на место поставим. Вот он. Вот он, этот ряд. И еще вот лицевые, видите, петли тут будут. Получается, нам нужно мерить вот от конца вот этого ряда вверх. Надеюсь, понятно. Видите? Вот. Вот он, этот ряд. Вот он. Пошел. Мы его не считаем, высоту. Нам нужно выше от него. Вот. Вот таким образом мы замеряем здесь 6 сантиметров. Видите? Они у меня уже есть. Еще подвинусь. Прям тут хорошо видно, что 6 сантиметров. Так, все. Теперь закрываем плечо. Закрываем классическим способом. Лучше всего с помощью крючка. Это удобно. Можно, конечно, и с помощью спицы. Если хотите, я вам могу показать пару петель. Первую снимаем. Первую сняли. Вторую мы провязываем лицевой. Протягиваем через кромочную предыдущую. И так далее. И так далее. И так далее. Наблюдайте, повторяйте. Вот как. И я вот делаю это обычно крючком. Тогда у меня вот протягивание, оно вообще беспроблемное просто происходит. А вот, сглазила. Я потому что неправильно вставила крючок, поэтому, в общем-то, и получилось не очень хорошо. Все. Вот таким образом провязываем лицевую, протягиваем. Теперь уже можно снять вот этот маркер синий. Хорошенечко подтягиваем сюда и быстро-быстро закрываем. Значит, насколько должна стягивать. Этот край не должен быть сильно стянут. Поэтому делайте немножечко посвободней его. Делайте его немножечко посвободней. Вот так подтягиваем еще ниточку, чтобы он посвободнее был. Почему? Все-таки полотно, чтобы сильно не стягивалось, но и чтобы не растягивалось очень сильно. Хотя это способ закрытия, он больше стягивает, конечно, поэтому делайте посвободней. Немножечко вот так подтягиваем ниточку. Уже тяжеловатое вязание, оно меня утягивает вниз от стола. Под столом там у меня уже болтается. Так, кусок нитки мы прихватили из нижнего ряда. И так далее. Закрываем. Вернемся в конце, я покажу последний. Так, вот последние еще петельки хочу показать. Вот видите, ее просвободнее немножко вытаскиваем петельку. Для чего? Вот чтобы вот это сильно стянутым не было. Но и чтобы не растягивалось прям вот как... Вот чтобы было как полотно. Вот такого размера, чтобы по полотну было. Оно не растягивается. Само по себе закрытие вот это, оно стягивающее. Поэтому вот эти петельки чуть-чуть подлиннее делайте. Чтобы у нас полотно не стягивалось. В чем
Почему я именно закрываю петли, а не оставляю, например, открытыми? Ну, есть и такой, да, способ. Вы видели, да, что я вернусь. Я так разбежалась. Значит, вот мы последние 2 петельки провязали. Но у нас они 2 сейчас. Видите, вот они 2. Так, вот 2 петельки. Я их обычно не оставляю в таком виде. Я их вот так закрепляю еще, чтобы у нас осталась только 1. Все. И вот это хорошо подтянули. Я пока не знаю, что буду делать с ниточкой, поэтому я ее пока зафиксирую. Вы можете отрезать. Потом связать ниточки, если нам что-то именно с этого места нужно будет делать. Пока я не уверена, я делаю вот так. Вы можете тоже так сделать. Но вот это должно хорошо быть подтянуто. Последняя вот эта петля должна быть хорошо подтянута. Так, все, я оставляю. Вот посмотрите край. Видите, как он у нас? Прям, в общем-то, так же, как и полотно. Он ничем не стянул. Почему? Потому что у нас еще будет увесистый рукав. Модель такая, чтобы она у нас со спущенным рукавом, чтобы она у нас держала форму, лучше закрыть петли и сделать шов по закрытым петлям. Мы будем все сшивать. Значит, вот видите наш закругленный край. Ниточку я все-таки отрезала. Сейчас эту же ниточку я присоединяю вот за первую петлю, вот которая прям вот к нему подходит, да, этому же, в этом же ряду. Вот просто протягиваю за заднюю стеночку, вытягиваю чуть-чуть и связываю их. Это таким образом прикрепила. Вы не волнуйтесь, это все будет закрыто, никаких ниток у нас торчать не будет. Закрываем петли. Так, сразу же подтягиваю вязание. Оно уже тянет меня прям под стол. Чтобы это все сделать быстро и не мучиться застреванием нитей. Первую снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем. Опять лицевая и протягиваем. Опять лицевая и протягиваем. И так мы вяжем до синего маркера. До синего. Вот 2 последние петельки остались. Также мы их лицевой протягиваем. Подтягиваем немножечко, тоже говорю, чтобы не очень стягивала, чтобы было размера полотна. Так, все, мы закрыли. Мы закрыли. Этот маркер уже точно не нужен, поскольку здесь уже у нас все закрыто. Значит, что мы делаем? Здесь еще одну провязываем. Уже из этих 4 оставленных для убавок. И вот она у нас будет. Все. Опять-таки 4 петли так и остается. Это таким образом мы закрепили. И нить перевели, естественно, в эту сторону. Так, сейчас мы провязываем всю эту сторону, включая вот эти 4 петли. Мы все провязываем. Закрываем лицевую, изнаночную закрываем, возвращаемся на лицевую сторону, поворачиваем вязание, и я покажу, как мы здесь будем убавлять. Мы провязали лицевую сторону, встретились на изнаночной. Вот на изнаночной, вот после маркера, потому что у нас убавки теперь с другой стороны, после маркера 4 петли. Вот мы их все провязываем сейчас, 3 платочной вязкой, 1, 2, 3, провязали. Опять у нас 1 петля осталась. Нить перед работой, мы ее сняли. Переворачиваем вязание. Теперь мы будем убавлять одну вот эту петлю. Снимаем 2, как в прошлый раз мы делали, да, только в другую сторону у нас это происходило. Вот так провязываем. Протягиваем через кромочную. Она у нас уже кромочная получается, предыдущую петлю. И далее подтягиваем немножечко, чтобы она не болталась. Значит, вот прям вот так, туго-туго. Теперь у нас осталось 3. Нам нужно убавить еще 3. Я уже не буду вам показывать, как вы будете убавлять уже сами. Если хотите, можете посмотреть еще раз предыдущую сторону.
Мы теперь всегда одну не довязываем с изнаночной стороны, потом разворачиваемся и на лицевой стороне уже убавляем. Так, снова у нас изнаночная сторона. Вы видите, что правое плечо мы закрываем таким образом, да? Оставляем одну непровязанную петлю. Маркер уже можно убрать. Оставляем одну непровязанную петлю именно с изнаночной стороны, а убавляем петлю на лицевой стороне. То есть мы сейчас сняли нить перед работой, переворачиваем вязание. Вот у нас не провязанная петля и провязанная. Это у меня уже последняя убавка. Две вы сами сделали. Снимаем их на правую спицу, протягиваем предыдущую через крайнюю. Так, и уже полностью закрываем. Ну, то есть провязываем платочной вязкой. Теперь вы вяжете эту самую платочную вязку, как я и говорила уже здесь, так же точно, вот, чтобы 6 сантиметров была вот эта вот разница сюда. Вот так же, найдя этот ряд, и от следующего отмерить, да, 6 сантиметров. Закрываете так же, как закрывали левое плечо. Вот такое закрытие горловины у нас, образование горловины. Ниточка торчит, которую присоединили. Это все спрячется у нас. Значит, количество рядов, провязанных здесь и здесь, должно быть одинаково. Теперь вот передняя часть, спинка. Значит, вот глубина горловины должна быть впереди чуть меньше, чем в 2 раза больше, чем у спинки. Чуть меньше, чем в 2 раза больше. Вот. Мы снова нашли середину, отмерили по 40 петель в 2 стороны. Значит, теперь у нас должна быть, на каждом плече должно быть также 28. Значит, мы убираем, отсчитываем 12 петель, 6, 12 петель. Раньше у нас были зелененькие, значит, пусть будут зелененькие. По 12 петель влево-вправо. Раз, два, три. Раз, два, три. 12, 12. Но теперь мы будем убавлять уже не 4 петли, как это было на спинке, а более округлый у нас должен быть окат. Будем убирать 6 петель. Но это в моем случае. Вы смотрите уже по вашей толщине пряжи. Вот примерно половина. То есть половина у нас будет убавляться, а здесь по половине мы, значит, будем закрывать полностью. Вот таким образом это спереди. А закрывать точно так же, как и на спинке. Только здесь по 6 петель. Там 4 петли мы постепенно убавляли, не довязывая одну петлю. Вот что касается левого плеча, мы не довязываем одну петлю, нить перед работой переворачиваем на изнаночную сторону. И там уже убавляем одну петлю, продевая предыдущую через крайнюю. Здесь наоборот. Мы не довязываем на изнаночной стороне, не довязываем нить перед работой, переворачиваем снятую эту петлю тоже на левую спицу и провязываем, уже убавляем уже здесь, продевая предыдущую через крайнюю. Все. Когда вы постепенно убавите на левом плече вот это количество 6 петель, значит, вы должны будете довязать потом, уже после убавок, еще столько рядов, чтобы у вас общее количество рядов на спинке, да, вот с краю, вот с этого бока, должно быть такое же, как и на передней части. Вот довязывайте ровно столько рядов. То есть количество рядов у спинки и у передней части должно быть одинаково. Посчитать ряды здесь очень просто. В платочной вязке это не проблема. Видите? Вот по этим бугоркам. Первый ряд у нас сразу же, да,
после резиночки у нас шел лицевой. Вот мы его и считаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот таким образом вы должны пересчитать все ряды. И довязывать там, здесь, то есть по плечу придется довязать вверх больше, чем на спинке, естественно, раз у нас глубже будет горловина. Но количество петель, количество рядов здесь и на спинке должно быть одинаковым в итоге. Вот до такой высоты вы вяжете, чтобы было одинаковое количество рядов. Готова наша спиночка и передняя часть. Все, горловина сформирована. Значит, у нас теперь плечевые швы. Значит, хочу вам показать, как соединила я изделие с закрытыми петлями на 3 спицах. Получилось вот так. Вот такая вот дорожка. Ее, конечно же, можно отпарить. Вот, и она будет вот так выглядеть. Но меня это не устроило. Лучше пусть будет шов очень тонкий, почти незаметный. Он такой вот неощутим рукам. Но меня эффект не устроил. Меня эта дорожка не устраивает. Даже если отпарить и сделать вот так. Но все равно мне это не нравится. Я решила сделать по-другому. И все-таки соединить иглой. Вот так получается, если соединяем иглой. Так мне понравилось больше. Поэтому этот способ мы и будем смотреть с вами. Значит, шов сейчас мы будем делать на лицевых сторонах. Вот мы плечевые срезы подсоединяем поближе. Помните, что у меня здесь была ниточка, да, я ее не обрезала, еще не знаю, что с ней будет. Что я с ней буду делать. Вот сейчас здесь у меня, скажем так, есть лишняя петелька, да, я для того, чтобы покрепче держалась, сделала, я ее подраспущу. Одну оставляю вот таким образом. Пока так. Сейчас вот эту ниточку, значит, 3 длины шва отрезаю. Делать шов будем от края изделия к горловине. В сторону горловины. Так будет лучше, потому что в горловине мы потом спрячем все ниточки. Этим удобна горловина, что в нее можно много чего спрятать. Значит, мы отрезали. Сейчас у меня такая игла. Вы можете использовать иглу металлическую, либо вот такие иглы есть. Они тоже подойдут, ими тоже можно соединять. Сможете все это сделать. Есть металлические иглы. Вот так они выглядят. Вот такие. Они специально. Они продаются вместе со спицами иногда в наборах. Например, в какие-то спицы, как подарок, бонус, кладут вот такие иглы. Значит, сейчас мы вдеваем и начинаем сшивать. Итак, идем мы от края изделия к горловине. Вот она, эта петелька. Мы сейчас для того, чтобы ее большей частью зафиксировать, вот так вот ее подденем. Все, она зафиксирована. Предыдущую петельку я убрала для того, чтобы не было слишком длинно. Это ни к чему. Значит, и начинаем сшивать. Здесь мы подхватили. Мы вот здесь подхватим тоже. Вот видите, наша кромочка. Вот эту последнюю петлю в кромке боковой мы подхватываем. И теперь начинаем сшивать вот по лицевой стороне. Я объясняю. Значит, мы будем подхватывать вот эти вот петельки. Видите? Вот эти петельки. Вот 2 дужки сразу. Вот таким образом. По 2 дужки сразу. Это, видите, вот из нашей изнаночной выходит 2 ниточки. Вот петелька, по сути. Вот мы всю петельку за 2 дужки должны подхватить. Поочередно с одной и с другой стороны. Поскольку мы сейчас вот с этой стороны, значит, мы должны идти на эту сторону, на противоположную. Вот она петелька.
Вот она. Мы ее подхватываем, соединяем. На другой стороне то же самое. Мы ищем эту петельку крайнюю. Так, похоже, только одну дужку прихватила, вот вторая. То есть шов должен вот сейчас внутрь вот таким образом сложиться. Так он у нас и сложится. Хорошенечко подтягиваем. Дальше смотрим. Видите, да, вот она. Вот отсюда исходят 2 дужки одной петли. Мы их обе подхватываем. Прихватили. На противоположной стороне тоже вот она исходит из изнаночной вот этой петли 2 дужки. Прихватили, подтягиваем. Вот уже видите, да, формируется наш шов и уходит внутрь вот эти края. Шов будет толстоват, ничего не скажу вам. Это так. Но для этого изделия нужна форма. Швы держат форму изделия. По открытым петлям здесь закрывать, ну, никак нельзя было. Под весом рукава изделие бы растянулось в плечевых местах, в плечевых соединениях. Просто вот повисло бы мешком на фигуре. А это не нужно. Даже при том, что это оверсайз, он должен все-таки иметь определенную свою форму. Вот она петелька. Еще раз, видите? Вот с этой стороны петельку мы подхватили. Дальше такую же петельку ищем на противоположной стороне. И так поочередно все петельки мы должны вот так подхватить. Вот она из изнаночной, видите? Выходят 2 дужки. Вот они. Их подхватываем. Таким образом соединяем весь шов. Вот уже шов образовывается. Мне так нравится больше. И вот сейчас я заканчиваю. Посмотрим, как это в конце выглядеть будет. Значит, еще раз, да, хочу сказать. Вот они. Вот петельки. Вот они. Вот видите, изнаночная. Из нее исходят 2 дужки. Вот под нее мы подхватываем полностью за обе дужки. Если вы думаете, что вы не справитесь вот обычной, да, какой там иглой металлической, поверьте мне, то же самое. Справитесь точно. Проблема только одна: если толстая нитка вдеть, игловдеватель нужен, у меня его нет. Хотя можно, наверное, при желании. Так, вот она. Главное, важно, вот вы растягиваете и смотрите, не подхвачена петелька. Подхватили. Точно так же здесь не подхвачена петелька. Подхватили. Открыли. Подхватили. Так, что здесь? Вот она. Эту мы прихватили. Вот в конце немножко будет сложно, но тоже не смертельно. Потому что здесь уже все закрывается. Дужки найти сложно, где заканчиваются. Так, здесь. Значит, сейчас я еще прихвачу вот эти стороны между собой, уголочки. Только лучше, если вы прихватите, конечно же, красиво. То есть не вот вошла, видите?
Вот эти крайние тоже их прихватили. Значит, вот такой шов получился. Вполне даже ничего. Сейчас я отрежу. Здесь уже есть кончик, я их свяжу между собой. Все в горловину у нас спрячется вот так. Просто мы вот так полностью закроем. Это мы не переживаем. Я решила вам показать процесс отпаривания. Значит, выглядит это примерно так. Я подтягиваю, придерживаю. Над изделием вот таким образом прохожусь паром. И подтягиваю слегка. Не жмем, подтягиваем. Иначе вот эти вот красивые запотела камера. Иначе расправятся вот эти пупырышечки. Это изнаночная сторона. Только все отпаривается только с изнаночной стороны. Сейчас опять, наверное, запотеет камера. Вот так вот тихонечко подтягиваю. Вот так. Мне вот эти дорожки важны. Я хотела, чтобы они были. Вот. Но не переборщить. Важно. Я поэтому изделие связала покороче. Знала, что это придется делать, скорее всего. Вот таким образом. Вот подтянулась. На другой стороне дорожки стали более видны, чем раньше. Этого я и хотела. Значит, сейчас мы будем сшивать боковые швы. Я вам хотела показать, как это сделать, если у вас есть только иголочка металлическая, да, для сшивания изделий вязаных, когда это вот толстая нить. Я попробовала вот такой способ, получился, надеюсь, сейчас получится. Как продеть ниточку. Мы берем обычную нить, у меня она какая-то похожая на шелковую, синтетическая, конечно же. И будем пробовать войти. Угу. Так. И подтягиваю ее в надежде, что оно у меня пройдет. А прошло. Так, это у меня остался хвостик от наборного края. Не знаю, хватит ли. Пожалуй, не хватит. Ну, начну им, будет видно. Значит, мы подхватим вот здесь. Так, вот у нас кромочные. Вот кромочка. Мы зайдем сначала вот сюда, сверху. Но это только для начала. Для того, чтобы закрепить край, скажем так. А далее мы идем вот таким образом. Смотрим. Вот кромочные петли. Вот они. Вот она дорожечка, косичка эта. Значит, мы будем, вот одна, вот вторая, мы будем подхватывать за перемычки, скажем так, за протяжки. Вот она, соединение между первой и второй. И мы за них подтягиваем. Сшиваем на лицевой стороне. Далее следующую. Вот это будет, наверное, протяжка. Сейчас посмотрим. Да, вот первая, вторая. Протяжечка между ними. Открыть пошире. Вот она. Что-то здесь поддеформировалось все. Ну да, это она. Далее на противоположной стороне. И так мы подхватываем каждую перетяжку. Вот между двумя. Вот она перетяжечка. За них подхватываем и затягиваем, но не очень сильно. Иначе у нас совсем будет стянутый край. Дальше смотрим. Вот отсюда нить выходила. Значит, входим мы вот сюда теперь.
Вот уже видите, формируется вот такой шов. Шов этот очень удачный, я считаю. Я не очень люблю сшивать иглой, но раз пришлось сшивать плечевые срезы иглой, то тогда уже продолжаю иглой сшивать все. Но я вам хочу сказать, что он, вот этот шов, очень даже незаметный. А так я в основном сшиваю всегда на 3 спицах. И очень, конечно, расстраиваюсь, когда этот способ не подходит. Но вязание — это тоже творческий процесс. Все одним способом сделать нельзя, к сожалению. Или к счастью, а иначе просто было скучно. Мне так, например, иногда становится скучно. Я сама себе начинаю искать какие-то, не знаю, что-то новое, сложное. Вообще, если вас захватит этот процесс вязания, если вы только начали вязать, меня он захватил. Я уже не знаю, как без этого жить. Я надеюсь, что есть еще такие люди, и поэтому хочу им помочь начать вязать. Немножко не туда вошла, я, кажется. Да, пропустила одну протяжечку. Зайду в нее. Ничего не пропускаем, желательно, чтобы одна в одну шли. Так, здесь я захватила, вот сюда заходим. Ну, встречаемся мы возле маркера. Вот он маркер. Мы отделили рукав. Вот это у нас будет здесь рукав. И теперь, конечно же, вот мы сшиваем до этого маркера. Петелька, где маркер, уже я сшивать не буду. Вот здесь у меня будет рукав. Но вы должны изначально отмерить, какой рукав, какой ширины у вас будет. Естественно, оверсайз, он должен быть широким. А уж насколько, решать вам. Значит, подошла я к маркеру. Вот в эту петельку я уже входила, но войду еще раз в нее, чтобы вытянуть на другую сторону нить внутрь. У меня уже здесь узелочек, вот не хватило буквально чуть-чуть, но уже узелочек на этой стороне хорошо. Теперь вот этот шов наш, вот эта внутренняя будет сторона, наш шов несколько раз можно продеть уже внутрь шва и закрепить. И остаток нити продеть вот здесь. Я лучше выверну, чтобы было понятно. И остаток нити вот прям в сам шов, вот эти вот дорожки наши, под дорожки, внутрь не заходя, только под дорожки. Потихонечку вот так продеть ниточку. Также вот под кромочные петли входим под них и продеваем. Можно на всю длину ниточки. Ну, я не вижу смысла так много делать. Но так надежнее, конечно же. Кстати, все ниточки вот именно таким способом мы в итоге все и спрячем. Так, не так. Ну, хватит. Обрезаем. Так, вот эти вот остаточки. Сейчас возьму потоньше крючок. Значит, вот эти вот остаточки мы тоже сейчас попрячем вот сюда. Тоже в шов. Берем их, подтягиваем на крючочек и сюда. В ближайшие
Ближайшие петли кромочные прячем. Вот таким образом мы прячем все ниточки в итоге. Значит, вот наши боковые швы, то есть плечевые, вот боковые. Вот таким образом выглядит. Меня вполне очень даже устроили вот такие вот швы. Практически не видно. Видите? Практически не видно шва. Но он ощутим с другой стороны. Толстоват. Но ничего. Зато держится форма изделия. Значит, теперь мы приступаем к обработке горловины. Вот я нашла боковой шов. Присоединяю ниточку новую. Вот от шва оставшиеся хвостики, нити. К ним присоединяю. Прям желательно прям к самому началу. Вот так. И теперь мы начинаем набирать петли из горловины. Значит, у нас будет два наборных края внутри изделия и снаружи изделия. Для этого нам нужно 2 пары круговых спиц одного размера, но размера меньше, чем мы вязали полотно. Я взяла, значит, крючок. Вот этот хотела, но он не подойдет, потому что нужно будет снимать спицы в эту сторону, а здесь у меня через ручку не пройдет, поэтому будет меньше. Но лучше, если, конечно, вот такой же крючок, но размера больше. У меня, к сожалению, такого крючка размера больше нет, я буду использовать то, что есть под рукой. Ну, в общем-то, как и всегда. Значит, мы сейчас, вот посмотрите, мы спицу подсоединяем. Мы ее, вернее, кладем вот таким образом на внутреннюю часть изделия. Одну спицу. Обвиваем ее вокруг вот этой нитью, которую мы присоединили. Обвили. Теперь самую первую, вот одна петля у нас как бы уже есть. Первую петлю наружную мы будем вытягивать вот где-нибудь под самыми узелками. От самой вершины плеча. Плечевого, вот возле плечевого среза. И чтобы она была хорошо зафиксирована, то есть никаких углублений желательно, чтобы не было. Вытянули. У нас здесь образовалась петля и здесь. Далее мы будем вот так постоянно обвивать эту спицу, которая у нас с внутренней стороны изделия, и будем поддевать вот таким образом, вот таким, обе кромочные петли. Но не везде будут кромочные петли. Там, где у нас убавки, мы будем действовать другим способом. Значит, вытягиваем нить, снова обвиваем и еще раз внимательно. Вот они, кромочные петли у нас. Вот они, кромочные петельки. Мы сейчас поддеваем. Мы должны просто-напросто захватить вот их вместе за одну и за другую. Вот в этом месте нужно будет сначала в следующую входить, а потом в предыдущую. Входим, подтягиваем ее и заходим в предыдущую. Вытягиваем ниточку. Вытянули. Снова мы обворачиваем вот так заднюю спицу, которую внутри изделия мы подсоединяем. Вот таким образом захватываем снова, вытягиваем. Так, мы еще не подошли к убавочкам, но уже близко. Значит, теперь снова подхватываем следующую, входим в предыдущую. Так, у нас обвито? Нет, не обвито. Зашли, вытянули петлю наружу. Вот таким образом у нас это происходит. У нас сейчас край горловины, он оказывается внутри. Мы его закроем в итоге. Вот мы подошли к убавкам. Там, где начинаются убавки, мы будем действовать по-другому. Мы будем набирать не здесь, внутри. Мы будем набирать на ряд ниже, плавно спустившись. Значит, здесь у нас петелька есть.
Следующую петлю мы возьмем вот здесь. Видите, на ряд ниже, вот под самой петлей, также обвив сначала спицу, набираем. Снова мы обвиваем спицу. Так, видите, если мы возьмем вот эти вот кромочные петли, у нас просто будет дырка вот здесь. Нам этого никак не надо. Значит, мы набираем на ряд ниже, кромочную не трогаем. Входим вот прям под их соединением, видите, вот в этот промежуток. Тоже как бы захватив 2 петли, вытянули петлю. Снова обвиваем. Так, здесь у нас было обвито? Было, да. Обвиваем. И смотрим снова вниз. Мы берем вот этот ряд ниже, под кромочными. Входим вот в эту петлю и вот в эту петлю, видите, вместе. В одну входить не стоит, потому что вы, если вытянете одну дужку петли, то хорошего из этого ничего не получится. У вас просто получится вытянутая петля. И все. Вытянутая петля. Так, снова обвиваем. Снова смотрим на ряд ниже. Видите, вот ряд ниже под ним. Вот этот промежуток и вот этот, видите, 2 дужки здесь. Мы должны подойти и под ту, и под другую. Вытянули. Теперь лучше всего перенести уже. Вот почему я говорила, что вот такой крючок, он удобней. И потихонечку переносим с него петли на спицу. Еще одну дополнительную. Я говорила, что нам нужно 2 пары спиц. Вот таким образом переносим все набранные на крючок петли. Перенесли. В итоге у нас получится вот таким образом край нашей горловины внутри 2 наборных рядов. Значит, я подошла к месту, где закончились у бабочки. И вот сейчас, так, я на камере увеличу освещение, скажем так. Вот. Значит, сейчас мы уже опять возвращаемся к вытягиванию петель из кромки петель. Сейчас мы ее, главное определиться, где она, кромка, да. Так, здесь мы вышли, значит, вот эту вытягиваем. Вот эту и заходим в предыдущую. Вытянули петлю. Эту подтянем немножко. Снова смотрим, где здесь мы можем зайти. Так, здесь у нас закончилась ниточка, мы подсоединяли другую. И вот у нас тут мог образоваться промежуточек. Поэтому я подхвачу одну дужку петли, войду в другую, чтобы нам закрыть этот промежуток. Нам он абсолютно здесь не нужен. Обвиваю, конечно же, заднюю спицу. В общем, какие-то есть огрехи здесь, остаются дырочки. Вот таким образом, видите, вот 2 дужки рядом стоящие. Вот вы их подхватываете вот так, между ними входя. Скажем, вот так вот. Все огрехи закрываются в таком случае. Все, больше ничего, никаких проблем нет до следующих убавок. Значит, смотрим, что мы делаем здесь. Все, теперь мы входим только в кромочные петли. Только вот кромочку определиться, где у нас вот она. Вот здесь вот закрывали. Вот она же, господи. Не могу разглядеть кромочку, а она прям на меня смотрит. Значит, вот одна петля, одна кромочная, ближняя ко мне стенка. Входим в следующую. Теперь уже так. Вот где мы спускались по этой стороне, сначала следующую захватывали. Вы увидите, вы поймете. Вам нужно просто захватить 2 сразу. И все. Теперь снова смотрим. Вот
Вот они, вот кромочные петли. Мы должны захватить одну. Видите, я ее прихватила, да? Одну. Захожу в другую. Ближней к нам стенки. Так, обвито, не обвито. Обвиваем, захватываем, вытягиваем петлю. Немножко подтягиваю, потому что у меня маленький размер. Опять мы вот в каждую петлю, получается, мы входим дважды. Зашли в одну, подхватили другую. Здесь обвиваем. У нас должно быть одинаковое количество петель, либо на одну меньше внутри. Снова в ту же входим, только уже в конце ее. Подхватываем последующую, прихватываем, обвиваем. Подтянули. Значит, здесь проблем нет. Снова до убавок. И в убавках тоже мы заходим в нижний ряд. Вот все наши петли. 2 ряда. Внутри, снаружи. И сейчас первый ряд мы провязываем изнаночными петлями. Поскольку беру спицу номер 7, поскольку петли, конечно же, надевались в разнобой, где правая стеночка спереди, где сзади. Все вяжем за правую стеночку. Иногда я буду вязать за заднюю стенку, может быть, переворачивать петли. Вяжем за правую стеночку. То есть вот петлю мы сейчас снимаем, да? Вот она прямая лежит. Вот ее правая стеночка. Мне надо, чтобы она была впереди. Я все вяжу за переднюю стеночку классическим способом. Переносим нить и провязываем классическим способом изнаночные петли. Вы вяжете так, как вяжете вы, возможно, бабушкиными петлями. Я вяжу по кругу, тем более всегда только классикой, чтобы все вязалось за переднюю стеночку. Вот, снимаю петельку, смотрю, где ее правая стенка. Вот ее правая стеночка, я ее вперед ставлю, провязываю изнаночную петлю. Так, здесь, чтобы изнаночную не провязывать за заднюю стенку, я их переворачиваю. Причина переворотов только вот в этом. Потому что петли набраны в разнобой. Где-то так, где-то наоборот. Мне нужна правая стеночка петли впереди. Поэтому я их переставляю там, где они правой стеночкой назад стоят. Вот таким образом провязываете первый ряд. Наружной стороны, наружный. Первый ряд. Второй ряд у нас будут лицевые петли. Третий ряд снова изнаночные петли. Так, мы вот здесь не повесили маркер. Ну, собственно говоря, его пока что не на что повесить. Когда мы полностью освободим спицу, мы обязательно повесим маркер, обозначающий начало ряда. Вот в данный момент мы прошли первый ряд. Снова подошли к тому месту, с которого начали. Сейчас я сюда вешаю маркер. И продолжаю вязать теперь уже лицевой петлей. То есть мы вяжем ту же самую платочную вязку, но по кругу. Это неудобно, конечно. Вот в таком виде я имею в виду. Все очень так туго и все мешает, но вяжем. Вот здесь подвытягиваем лесочку, чтобы попроще вязать было, чтобы не так сильно стягивалось. Но все равно стягивается и внутренней леской, внутренними спицами. Но будет немножечко сложно, но невозможного ничего нет. Самое трудное, конечно, это горловина в этом свитере. Все остальное, я считаю, было несложно. Если у вас вдруг с первого раза не получилось набрать хорошо, вы сейчас начинаете вязать и видите, что что-то не так, распустите.
распустите и начните вот заново набирать петли, потому что это сложно. Вязать вот сейчас вот эти 3 ряда, да, их не сложно. Тут проблема только одна, вот набрать петли. Просто медленно сейчас вяжем, и все, это несложно. А что касается набора, да, вот тут нужно внимание и вот не оставлять какие-то промежутки, чтобы было видно. Вот набрали, смотрите, вот не осталось ли где-то каких-то дырочек. Но тоже ничего невозможного. Все возможно. Хотим красиво, надо постараться. Хотя, конечно, я постаралась максимально просто показать вам, как это вяжется. Вот этот способ ложной кетлевки, вы его освоите. Он очень удобен, что вот не нужно потом ничего сметывать, приметывать, если вы отдельно связали резиночку. Это дело такое, что очень требует аккуратности, внимания, терпения. Вот все-таки этот способ, он проще и достаточно аккуратный. Все, вяжете лицевую сторону, потом вы доходите до маркера, потом снова вяжете изнаночную и переходите на внутренние теперь уже спицы. Делаем то же самое, там тоже вяжем изнаночную, лицевую и изнаночную. То есть изнаночный ряд, лицевой, изнаночный. То есть в каждом у нас будет по 3 ряда. Значит, вот я довязала 3 ряда изнаночный, лицевой, изнаночный. Это та же самая платочная вязка, но по кругу она вяжется вот таким образом. Меняются смены рядов. Поскольку здесь-то мы вяжем поворотными рядами, то есть здесь-то мы вяжем только по одной стороне, поэтому меняются ряды. С этим все. Вот с изнаночной стороны, с лицевой стороны у нас вот так выглядит. Мы теперь подтягиваем, снимаем пока, хотя нет. Пусть останется. Вот так. Теперь переходим на внутренний ряд. Выправляем вот эти спицы и переходим на внутренний ряд. Переводим в эту сторону нить. Подтягиваем тросики, вытягиваем в 2 местах. И вяжем теперь только с внутренней стороны те же самые изнаночные, лицевой, изнаночные ряды. 3 ряда. Подтягиваем спицы. Вот так у нас выглядит. Видите, как вытянуты. Вот она ниточка. Ниточку мы тоже сюда подтягиваем. Спицы тоже подтягиваем. Вот. Наружный ряд, вот прям его завернуть лучше всего, чтобы он нам не мешал. Все, подтягиваем спицы. Сейчас начнем вязать. Ниточку подтянули. Вот таким образом. Так, я перешла на спицу номер 7. Как вы помните, мы резиночку вот внизу вязали, да, после резиночки сразу же я перешла на 7 и только в 5 ряду на спицу номер 8. Вот сейчас кетлевку эту вяжем мы на спицах номер 7. И потом резиночка у нас была на спицах номер 6, перейдем на номер 6. Так, вяжем первый ряд изнаночный, потом лицевой, потом опять изнаночный. Не забудьте маркер повесить после первого изнаночного ряда, чтобы знать, где начиналось, иначе запутаетесь. Это вот важно. Если у вас нет маркеров, это может быть что угодно. Колечко, брелочек, что-нибудь в этом духе. Потом встречаемся. Значит, вот дошли до... Провязали один изнаночный ряд. Изнутри видите, да? Вот снаружи спицы, а вот внутри. Надеваем маркер, вяжем дальше. Теперь уже лицевыми петлями. Про маркер ни в коем случае не забудьте. Запутаетесь, где нужно начинать, где нужно заканчивать, где что. Потому что здесь-то ряды уже видите, они сменяются. Не везде лицевые петли у нас есть изнаночные. Значит, мы провязали по 3 ряда наружных, внутренних. Так, значит, теперь мы их попарно
будем петли соединять. Я перешла на спицу номер 6. Перехожу на спицу номер 6 сейчас. И попарно соединяем. Видите, да? Вот, кстати, вот все наши ниточки остаются внутри. Попарно соединяем в лицевой ряд. Провязываем попарно лицевыми. Мешает мне эта спица. Вот таким образом. Это несложно. Вот так. Попарно лицевыми. С одной спицы и со второй спицы. Так, здесь внимательно, чтобы у нас не выскочили наружу ниточки, чтобы они все остались внутри. Это очень вот, чем удобно, я вам говорила о том, что все ниточки останутся внутри. Вот таким образом попарно. То есть вы смотрите, где правая стеночка, они должны все за правую стеночку быть провязаны, чтобы у нас петельки не перекрутились. Вот таким образом попарно мы провязываем. Довязываем до маркера и начинаем вязать нашу резиночку 2 на 2, как она у нас и была. Я буду перекрещивать ее, вы как считаете нужным. Все, мы провязываем сейчас один ряд лицевой, и следующий ряд уже будет идти резиночка 2 на 2. Так, мы с вами встретились, соединили 2 ряда в один. Вот таким образом сейчас у нас вот кетлевка наша так выглядит, ложная кетлевка, конечно же. По сути продолжается как будто бы полотно, да? Теперь мы вот отсюда начинаем резиночку 2 на 2. Не забудем про маркер какой-нибудь. Так, про маркер не забываем. Вязание в круговую. Если у вас нет маркера, еще раз говорю, что-то вот колечко хоть какое-нибудь повесить можно. И начинаем лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. И так далее. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Естественно, петель перед тем, как начать вязать, да, нужно было пересчитать петли. Петель должно быть четное количество, которое делится на 4. Если у вас количество петель не делится на 4, то вы где-то, да, найдете близкую цифру и где-нибудь на спинке пару петель, например, добавите, если у вас не получается. Это не страшно. Мы провязали резиночку необходимой высоты, сейчас будем делать закрытие. Закрытие будем делать таким образом. Перед лицевыми петлями мы делаем накид вперед на спицу. И когда мы видим изнаночные петли перед ними, мы делаем накид назад. И только после этого провязываем. Значит, сейчас у нас лицевые петли. Мы делаем накид вперед. Провязываем лицевую петлю. И этот накид, его удобнее подхватить сзади. Накидываем на провязанную петлю. Снова у нас лицевая петля. Мы снова делаем накид на себя. Провязываем. Этот накид подхватываем. Накидываем на петлю. Но теперь у нас 2 петли остались на правой спице. Мы первую накидываем на последнюю. Теперь у нас изнаночная петля, накид от себя. Мы провязываем изнаночную петлю. Переверну петлю. Провязываем ее. Этот накид лучше подходить спереди. Накидываем сверху и первую петлю тоже. Снова у нас изнаночная петля, снова накид от себя. Провязываем изнаночную петлю. Накидываем сверху и первую петлю тоже. Вот таким образом у нас получается уже закрытие. Оно должно быть эластичным. Продолжайте до конца резиночки. Как спрятать ниточки, я покажу. Последние 4 петли остались. Значит, сейчас лицевые, накид на себя. Провязываем лицевые.
Накидываем накид сверху провязанный. И первую тоже. Снова лицевая, накид на себя, провязываем, накид накидываем сверху провязанной петли. Первую на спице правой тоже накидываем сверху. Теперь у нас изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночную, накидываем накид и первую тоже накидываем сверху. Еще раз изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночную, накидываем накид сверху и первую тоже. Теперь у нас осталась одна петля, подтягиваем ее, убираем спицы. Теперь вот эту петельку нужно хорошенечко вытянуть. Достаточную длину. Отрезаем. Подтягиваем ее. Вот таким образом. Теперь нужно вдеть в иглу. Иглу я возьму, наверное, вот такую. Вы можете взять обычную, как я уже показывала. Ну, обычную для сшивания вязаных изделий, естественно. С большим ушком и с тупым концом. И теперь мы будем прятать ниточку. Каким образом мы это будем делать? Чтобы у нас вот такого вот не было, видите, углубления, мы сначала введем ее вот сюда. Затем вот в эту петлю. И немножечко подтянем их друг к другу. Вот таким образом. Теперь снова входим в эту петлю. Все, мы их друг к другу подтянули. Вполне очень даже неплохо получилось, скажем так. Теперь нужно спрятать кончик нити вот в этот лицевой ряд, либо вот в этот лицевой ряд. Вот таким образом. Входим полностью в эту петлю, под нее, под обе дужки. И вот таким образом протягиваем. Так делаете, насколько вы считаете нужным. Я буду делать на всю резиночку. До самого, помните, вот когда мы делали кетлевку, у нас было 2 ряда, мы их потом соединили между собой. Я этот кончик спрячу внутрь, где спрятала большинство вот ниточек, которые оставались. Если увидите, никаких изменений. Вот мы прячем эту ниточку, и этого нигде не видно на лицевой стороне. Ее и здесь с изнаночной стороны не видно, поэтому это очень удобно. Вот таким образом. Таким образом нужно прятать все ниточки. Те, которые остаются от связывания, обычно нужно их подсоединять, новую ниточку, где-то ближе к швам, для того, чтобы потом спрятать кончики в швы. Все, мы дошли практически до
петлевки. Вот у нас полость там внутри, где мы соединяли две. Мы ее туда просовываем вот таким образом внутрь. Видите, да, что у нас здесь полость, где у нас были два ряда, потом мы их соединяли между собой. И теперь мы ниточку вот эту отрезаем. Я пока не отрезаю, поскольку я еще пока еще не уверена. Отрезаем эту ниточку, подтягиваем, и она остается внутри. Вот такая вот у нас получилась обработанная горловина. Вот край. Он достаточно эластичный, моя голова точно сюда пройдет. Самое главное, что все возвращаем, мы растягиваем, все возвращается назад. Вот таким образом выглядит сейчас изделие. Еще не готовое изделие, естественно. Я довольна, вполне довольна горловиной. Вот, теперь мы приступим к рукавам. Значит, начинаем набирать наш рукав. Из проймы будет набор. Значит, каким образом? Вот наш шов боковой. Вот последние две петельки. Сюда я попрятала ниточки, но еще не до конца. Две петельки последние кромочных, бокового именно шва. Мы под них подводим крючок, выводим через обе ниточку новую, закрепляем одним узелочком. В обратную сторону завяжу, чтобы он мне не мешал. Одним узелочком достаточно. Каким образом будем действовать? Вот у нас шов боковой. Мы должны захватить из кромочных петель ближнюю, за наружные стеночки петлю справа от шва. Теперь вот следующая петля через шов. Пошла петля кромочная слева от шва. И через две вытянули первую петлю. Снова мы входим, видите, выходит вот отсюда ниточка. Нужно, чтобы в каждую петлю крючок зашел 2 раза. Входим в следующую, вытягиваем через обе следующую петлю. Снова входим в эту петлю, в следующую, вытягиваем новую петлю. Еще раз входим в эту петлю, входим в следующую и через обе протягиваем, вытягиваем петлю. Эти петли сейчас перенесем на спицу. Я использую 6 размер. Основное полотно связано 8, но набор, вот сейчас набор я наберу на номер 6, потом перейду на 8. Значит, доходим до вершины, до плечевого среза. Там немножко изменится способ захвата петли, но не критично. Я покажу как. Значит, я подошла к вершине нашей проймы. Так, лучше видно, кажется. Значит, вот подошла к вершине нашей проймы. Хочу вам еще раз сказать, что вот крючок вот такой гораздо удобнее. С него удобнее снимать петли. С этого, конечно, он немножко цепляет, когда его вынимаешь, неважно. Значит, вот последняя кромочная, в которую я вошла. Вот она. Я еще раз в нее вхожу. Теперь у нас пошел шов. И следующая кромочная, я тоже в нее вхожу. И через обе протягиваю следующую петлю. И теперь петли вниз пошли немножко другим образом. Нет, они идут так же, просто поскольку они идут в разные стороны, теперь захватывать надо будет следующую, а потом возвращаться в первую. Мы еще раз входим в эту петлю кромочную. И теперь вот будет немножко неудобно захватывать последующую. Через обе протягиваем ниточку, вытянули петлю. Вот о чем я вам хочу сказать. Вот сейчас, видите, эта петля, в которую мы вошли, она как бы стоит позади последующей. Поэтому сначала входим в последующую, и теперь возвращаемся в предыдущую, опять последующую, а второй раз мы входим в предыдущую, вернувшись
Вот таким образом, и все равно мы вытягиваем через обе. Только раньше мы входили вот так, и потом входили в последующую. Теперь мы входим в последующую, придерживаем ее крючком и возвращаемся в предыдущую. И снова мы вытягиваем из двух. Вот таким образом, различие только в этом. Теперь, таким образом вытягиваем петли до конца, набираем на спицы и начинаем вязать нашу платочную вязку. Будем вязать рукав не по кругу, а сшивной, потому что вязание по кругу и сшивной отличается, вы уже поняли, да, по горловине. Так же, как отличалась и резиночка. Вот, поэтому будем рукав сшивной вязать, не по кругу. Мы набрали все петли по кругу, вернулись мы к боковому шву. Значит, что мы делаем теперь? Вот у нас ниточка исходит отсюда. Мы будем вязать поворотными рядами. Вот здесь у нас образуются два шва, потому что мы будем сшивать наш рукав. Мы поворачиваем изделие, переносим ниточку, подтягиваем спицы. Я вам советую повесить маркер. Вот. Давайте вот прям вот на эту петельку, потому что я сейчас буду менять спицы на номер 8 уже. Вот. Беру другую спицу. Мы повернули, и теперь мы вяжем с изнаночной стороны. Снимаем первую петельку. И начинаем вязать лицевыми петлями, как мы вязали спинку, как мы вязали переднюю часть. Только единственное, мы смотрим, у нас здесь есть, мы набирали петли, как получится, что называется. Где-то правая стенка, вот если мы снимем петлю, вот правая стенка, да, в данном случае она у нас вот на спице была так, то есть она у нас позади спицы. Значит, провязываем за заднюю стеночку. Здесь тоже позади. Провязываем за заднюю стеночку. Провязываем опять за заднюю. Если где-то мы набрали, например, она у нас стоит вот таким образом, тогда провязываем, вот она у нас, видите, мы раскроем просто петлю и поймем, где у нас правая стенка. Тогда вот здесь за переднюю, здесь снова, видите, вот приоткрываем, вот она даже стоит, вот она впереди. То есть позади спицы правая стенка, вот за заднюю стенку. Вот здесь не перепутайте, только в этом ряду. Вы дойдете до маркера. Опять разворачиваете изделие, теперь уже лицевой стороной, и вяжете в обратную сторону. Это и называются поворотные ряды. Вы помните, как мы вязали ложную кетлевку? Она у нас выглядела по-другому немножко. Там поворотных рядов не было, там была вязка по кругу. Мы вязали по кругу, но ту же самую платочную вязку, но мы вязали один ряд изнаночный, другой лицевой, потом снова изнаночный. Вот отличается вязка по кругу платочная, и поворотными рядами она выглядит, ну то есть вяжется по-разному. Также помните резиночку, да, мы тоже вязали, и тоже вязали ее по-другому. Мы вязали ее по лицевой стороне полностью. И там ряды считаются, вот те, которые, все ряды вяжутся по лицевой стороне и считаются, соответственно, по лицевой стороне. Здесь мы считаем вот так ряды. То есть лицевой ряд, изнаночный у нас идет. А здесь все ряды вяжутся по лицевой стороне. Вяжете до маркера, разворачиваете и опять вяжете лицевыми рядами, лицевыми петлями. Таким образом, вяжем до самого конца, ну, вашей необходимой для вас длины рукав. И затем я вам покажу, как сделать убавки. Вы должны определиться точно, что у вас образуется вот здесь вот, образуются два края, которые мы будем сшивать. То есть у нас будет рукав не замкнутый, а образование краев для шва. Вот таким образом вы довязываете той длины, которая вам необходима. Примеряете на себя, смотрите. Вот, я покажу, как сделать убавки для того, чтобы перейти на резиночку 1 на 1, которую мы будем закрывать вот таким же образом, как и на нашей горловине. Так, вот наш рукав. Значит, вот они, два наших края, которые мы будем сшивать.
У меня получилось 51 петля, набранная из проймы рукава. Мне нужно получить 30. Каким образом я вычислила, что мне нужно 30? Я взяла просто нижнюю резиночку от спиночки, например, и примерила вот на свою руку, сколько мне нужно. Здесь, да, резиночки. Я насчитала 30 петель вместе с кромочными. Мне нужно, вы можете сделать так же. Просто взять и посчитать петли. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. То есть каждый вот лицевых по 2, изнаночных по 2. И посчитайте, сколько вам нужно петель для резиночки. Значит, мне нужно из 51 получить 30. Первую петлю мы трогать не можем, потому что она кромочная, мы ее снимаем. Мы можем из 50 только получить 30. Из 50 получить 30 петель. Что здесь можно сделать? Значит, я методом вычисления, значит, где-то через 1,67 петель, значит, я должна убавлять одну. Ну, как вот это так получается, конечно, это сложно. Получается, где-то нужно убавить мне 35 примерно процентов, да, 33 процента петель. В общем, так скажем, я просто глядя на свой край, посчитав, поняла, что, наверное, буду делать так. Значит, первую я снимаю, дальше 2 вместе лицевой, дальше 2 вместе лицевой, одну провязываю, не убавляю. И таким образом буду идти по всему краю, делая убавки. Но тогда у меня все равно получается 31 петля. Вот в середине где-то, в середине рукава, я имею в виду вот края, который вот сейчас, где-то вот посередине его, я там, где нужно будет провязать одну, я все-таки провяжу 2 вместе. Я вам покажу. Приступаем к убавкам. Я перешла на спицу номер 6. Значит, как и говорила, первую мы снимаем кромочную. Дальше 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Дальше снова 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Одну провязываем. Снова 2 вместе лицевой за переднюю стенку. 2 вместе лицевой. Так. Одну провязываем. Таким образом буду идти до середины. Вот до середины ряда. И в середине, там, где нужно будет провязать одну просто лицевой без убавок, я все-таки провяжу 2. 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. Одну провязываем. 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. Одну провязываем. Так, до середины мы еще не дошли. Идем до середины. 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. Одну провязываем. Так, примерно до середины мы уже дошли. Значит, вот сейчас я буду провязывать 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. Сейчас должна провязать одну, но провязываю 2 вместе лицевой. Теперь снова по той же схеме 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, одну провязываем, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, одну провязываем, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, одну провязываем. И остается у нас 4 петли, 2 вместе лицевой и последние, независимо от того, что кромочная, 2 вместе лицевой, чтобы у нас петелька развернулась внутрь к полотну, чтобы здесь дырочки никакой не осталось.
Как мы поступаем? Здесь мы перешли на изнаночную сторону, как я вам уже говорила. Если мы провязываем последнюю лицевой, мы просто переносим нить между первой и второй петлей. Вот таким образом. Все. Теперь мы просто провязываем этот изнаночный ряд, просто провязываем все лицевыми. И в следующем лицевом ряду мы начинаем нашу резиночку. Начинаем нашу резиночку, снимаем кромочную петлю и начинаем вязать лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. И так далее. Значит, у меня будут заканчиваться двумя изнаночными. В этот раз я не прибавляла 2 для симметрии рисунка, поскольку когда при сшивании они будут стык в стык, лицевые к лицевым. А мне бы этого не хотелось. Я хочу, чтобы шло как-то симметрично рисунку. Вот, поэтому я этого делать не стала. Вы вяжете то, что вы задумали, то, что вы вязали внизу изделия, то же самое вяжете и здесь. Вот, немножечко я вам покажу закрытие, как будет выглядеть. Ну, немного, потому что мы уже закрывали таким образом горловину. Будет точно такое же. Приступаем к закрытию. Связала я свою резиночку, такую же, как внизу, ровно столько же у меня рядов. Начинаем закрывать, так же, как в горловине. Первую снимаем, только там мы по кругу закрывали. Первую снимаем, видим лицевую, накид на себя, провязываем. Этот накид мы должны набросить сверху на провязанную петлю. У нас 2, поскольку теперь кромочная есть, да? Значит, мы первую тоже должны, кромочную должны накинуть на эту провязанную петлю. Значит, снова у нас лицевая. Снова накид на себя, провязываем лицевую. Накидываем сверху. Когда провязываем лицевые, накид лучше подхватывать за спицей. Так, первую накидываем на провязанную. Теперь у нас изнаночная петля, накид от себя. Провязываем изнаночную. Накид в этом случае лучше подхватить перед спицей. Первую накидываем на провязанную петлю. Я взяла вот спицу поострее, чтобы было как-то удобней. Тупыми спицами совсем неудобно. Так, опять у нас изнаночная. От себя накид, провязываем изнаночную. Этот накид удобней подхватывать перед спицей. Первую тоже накидываем. Дальше у нас лицевая. Накид на себя, провязываем лицевую, подхватываем за спицей, накидываем на эту провязанную петлю. Теперь первую накидываем на провязанную петлю. Таким образом мы закрываем. Я вам немножко советую чуть-чуть вот потуже, ну прям и не затягивать. Потому что на горловине, понятно, там было, он достаточно эластичный шов, закрытие получается. Но если слишком оно эластичное будет, как бы не разболталось оно. Как бы нам же не нужно, чтобы здесь голова проходила. Поэтому, чтобы он и держался в то же время, и эластичный был. Снова на себя провязываем, снова подхватываем мы этот накид, продеваем. Накид сверху накидываем и первую тоже сверху на эту петлю. Вот таким образом провяжем до конца ряда. Здесь останется хвостик. Желательно, если у вас еще длинная ниточка, да, вы оставьте, знаете, сколько. Вот столько, сколько нам нужно на закрытие вот этого шва, на сшивание. В 2 раза больше. Я думаю, что с последней не возникло никаких вопросов. Она закрылась, конечно же, как изнаночная петля. Значит, все у нас вот осталось. Вот лицевая сторона. Вот на лицевой стороне остался хвостик. Рано я заправила в иглу. Значит, выводим его, этот хвостик. Здесь вот 2 петли должны быть на ниточке. То есть еще раз мы не провязываем, потому что мы сейчас будем сшивать ей же. Тут и так все хорошо будет держаться. Значит, заправляем в иглу.
И начинаем сшивать так же, как мы сшивали боковые швы вот изделия, переднюю часть и спиночку. Вот сшиваем точно так же по лицевой стороне. Помните, да? Сейчас перекину. По лицевой стороне, значит, вот у нас край. Мы находим снова наш вот угловую, скажем так, петлю кромочную, угловую. И должны за обе дужки подхватить. Одна дужка, вторая. Постарайтесь, чтобы внутрь пряжи, да, внутрь нитки не войти, а прям вот четко под них. Вот таким образом снаружи внутрь сделали, да? Так, и теперь мы сшиваем. Если вы помните, все это, да? Вот они. Смотрим. Мы будем сшивать. Найти нужно кромку и сшиваем вот за эти места. Вот они. За перетяжки. За все-все-все перетяжечки, какие есть. Вот между кромочной и последней петлей. Вот они перетяжечки. Итак, начинаем. Если у нас ниточка вышла отсюда, значит, мы входим сейчас на противоположную сторону. Здесь у нас соединено. Находим первую перетяжку. Вот она, видите? Вот кромочные петли. Вот она перетяжечка. Мы под все дужки кромочных заходим. Ну, я немножко вам напомню только. А дальше мы встретимся с вами уже возле проймы. Далее сюда вводим. Все это у нас очень красивенько закрывается. Дальше снова отсюда, значит, здесь мы соединили. Опять вот он. Вот они протяжки, перетяжки. Протяжки или перетяжки. Вот снова здесь. Видите, вот кромочные петли. Вот они, вот кромочные петли. Вот первая, да, или последняя идет. Вот они, вот за эту протяжку. Вот их мы соединяем между собой попарно. Вот таким образом, до самого верха. Значит, у нас осталось только вот несколько стежков. Значит, исходила здесь. Входим вот здесь. Я не думаю, что были какие-то проблемы в основном полотне. Вот здесь. Только в резиночке, возможно, вы поискали где-то вот эти кромочные петли. Здесь я никаких проблем совершенно не заметила. Вот. Вот в основном полотне я вам советую делать посвободнее, чтобы оно вот растягивалось. Все-таки это рукав. Всяко может быть. Необходимость может быть растягивания. Так, и вот здесь, да, у нас уже последние. Но тем не менее, найти их можно. Так, вот здесь кромочные. Уже вот последнюю самую, конечно же, кромочную поймать будет непросто. Вероятно, вот. Изнутри зайду я в рукав. Так, вот открылась. Это кромочная. Здесь, да, вот еще одна. Все подтягиваем. И выходим уже, заходим внутрь. Вот где вот последние мы нашли места, где прихватить. Теперь мы заходим внутрь. Так, и изнутри открываем. Иголочку находим, где она у нас. Так, теперь здесь смотрим. Опять я руку подставляю внутрь. Значит, мы должны закрыть вот это место. И теперь уже никаких не должно оставаться у нас дырочек и промежутков. Поэтому мы берем, так, вот я нахожу, по-моему,
выходит у нас, вышла отсюда, значит здесь где-то вот кромочную еще. Ее уже прихватывала. Ну все, уже больше тут ничего не прихватить, наверное. Вот тут, наверное, еще попробуем. Но не затягивайте. Закрывайте, но не затягивайте. Так, еще вот, наверное, кромочная, может быть, вот здесь. Все, мы все закрыли. Никаких у нас здесь нет промежутков. Теперь можно в одну петлю зайти еще раз. Вот так подтянуть немножечко, как узелочек. Можете спрятать нить вот в этот шов, который на рукаве, я надеюсь. Нет, это не на рукаве, это пройма. Можно спрятать в этот шов, но лучше спрятать в шов самого рукава. Вот сюда. Так мы и делаем. Так же, как и мы где-то в горловине это делали, по-моему, да? Все просто. Входим под все петли. И вот так продеваем. Продеваем. Насколько, вот как минимум сантиметров на 5. Вот таким образом. Входим в петли. Туда-обратно. Как минимум сантиметров на 5. Вот таким образом. Даже лучше подлинней. Ну, в общем-то, скажем так, все. Я пока это оставлю так. Сейчас покажу нам, что получилось. Хочу вам показать, вот, что получилось у нас. Это рукав. Вот какое закрытие у нас. Достаточно эластичное. И такое утолщенное. Вот для этой пряжи это закрытие очень хорошо подошло. Вот наша горловина. Обработанная. Она тоже таким же образом обработана у нас. Вот наше полотно. Я пока еще не связала второй рукав, потому что у меня закончилась пряжа. Буду ждать еще пряжу. И когда будет все готово, я, конечно же, покажу вам, что получилось. Но уже сейчас, в общем-то, я готова сказать, что все получилось.